Летели. Добрый вечер, здравствуйте всем. Приветствую всех, кто смотрит в прямом эфире. Девушки, мужчины, здравствуйте. И приветствую всех тех, кто смотрит в записи. И от тех, и от других ожидаю лайков и комментариев, просто потому, что мы с вами все это дело затеяли на YouTube, а YouTube очень любит, ему прям необходимо видеть, как люди оценивают видео, чтобы понимать, показывать это видео кому-то еще или отправить куда-то там в подвал, да. Поэтому, если вам видео нравится, можете лайкать. Если видео не нравится, ну, смотрите сами. По поводу комментариев буду очень рад, если вы напишите, откуда вы меня смотрите. Меня всегда удивляет, как расширяется география моего канала. Уже 4000 человек. Ну, приятно, приятно. Если смотрят из разных уголков мира. Ну что, сегодня у нас Солнце, старший аркан, 19-й старший аркан. Мы с вами так мало-помалу приблизились почти к самому завершающему финалу, да, если рассматривать с точки зрения колеса зодиака, да, а те, кто на канале давно, знают, что я разделяю старшие арканы, расставляю их по колесу зодиака. Добрый вечер, здравствуйте, девушки. По колесу зодиака. Просто потому, что в этом есть серьезная глубокая логика. Да? Те, кто смотрит мои лекции, понимают, что так оно и есть. Ученики тоже соглашаются после того, как ознакомливаются с зодиаком, с астрологией. Даже основ астрологии вполне будет хватать для того, чтобы взглянуть на карты Таро более глубоко, потому как карты Таро создавались и с помощью астрологии, и с помощью каббалы, эзотерики, алхимии, чего там только нет. В общем, можно сказать, что это такая эзотерика в картинках. И, конечно, все это очень удобно использовать вместе с символами, которые присутствуют и в других эзотерических, скажем так, ну, пусть не науках, пусть псевдонауках, но, скажем так, в дисциплинах, да. Поэтому, если вы работаете с каббалой, то, само собой, вы будете видеть каббалистические символы, и они будут совпадать с тем, что хочет передать карта. Если вы работаете с астрологией, то, само собой, вы будете видеть в картах отблеск, скажем так, астрологических символов, как раз там, где они есть. То есть, в принципе, карты Таро тем и хороши, что это универсальный инструмент для всех эзотериков. Добрый вечер, здравствуйте, здравствуйте. Так, ну что? Солнце у нас традиционно располагается в 12 доме, ну как традиционно, да, если брать классическую астрологию, то есть большой соблазн Солнце впихнуть в 5-й дом, там где Лев, да, там где, собственно, сам значок Солнца, в 5-й дом, это дом Солнца, конечно, там Солнце есть, но оно в несколько другом виде. Все-таки карты Таро и астрология не тождественные науки, скажем так. Они накладываются друг на друга, но порой очень причудливо, очень интересно. Если мы будем рассматривать карту силы, мы будем видеть именно те аспекты Солнца, которые нам нужны в Таро. В карте Таро Солнце мы с вами будем видеть те аспекты, которые относятся к Солнцу с точки зрения как раз Таро. Но астрологические аспекты значения этой карты будут относиться скорее к нашему, скажем так, богу-защитнику, Юпитеру, протектору. Да? А он у нас располагается вместе с Нептуном в 12 доме. Можно сказать, что 12 дом и 9 дом – это взаимодействие Юпитера и Нептуна. Если в 9 доме мы уже рассматривали с вами это дьявол, да, там скорее Юпитер главный в 9 доме, то в 12 доме главный у нас, конечно, Нептун. Но тем не менее сила Юпитера очень важна, и сегодня мы с вами поймем, как именно она разворачивается в старшем аркане Солнца, и почему имеет смысл Солнце ставить именно в 12 дом. Добрый вечер, здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте всем, кто подходит. Ну что ж, давайте для начала посмотрим, что автор колоды писал конкретно про эту карту. Тут много такой высокой философии, да, потому как он пытался на разных уровнях показать значение. Не столько значение, сколько передать дух этой самой карты.
В самом описании нет конкретных указаний на то, как трактовать эту карту. Есть отдельные, скажем так, там, наверное, штуки 3-4 гадательных значений, да, но я их, как правило, опускаю просто потому, что нормальный таролог, он всегда нарабатывает их себе самостоятельно, чтобы не шаблонизировать свое сознание, чтобы не шаблонизировать свою работу, скажем так, чтобы не впадать в такие, скажем так, в стереотипы, да, и рекомендуется набирать значения себе самостоятельно. Они, конечно, все будут входить примерно вот в этот сектор, которым является 12-й дом. Ну, давайте посмотрим, что там автор писал по поводу карты в общем и целом. Образ нагого ребенка, верхом на белом коне, с алой хоругвью в руке, уже упоминался как наилучший из возможных символов для этой карты. Это предначертанная судьба Божественного Востока, великий и преисполненный святости свет, за которым следует бесконечная процессия всего рода человеческого. Он выходит из огражденного стенами сада психической жизни и возвращается в него, пройдя свой небесный путь. Таким образом, эта карта означает переход от проявленного света мира сего к свету мира грядущего, который предшествует вдохновению и символ которого сердце ребенка. Теперь давайте вернемся на предыдущий слайд, да, и посмотрим. Во-первых, охрана, которая дается ребенку для безопасной игры, у нас с вами будет рассмотрена при, скажем так, обращении к образу Зевса, либо Юпитера, который является защитником-протектором, и одним из символов которого была эгида. Специальный такой щит, либо накидка, которая защищала его носителя. Мы посмотрим, что такое потайной сад, причем тут вот те самые стены. Мы посмотрим, причем подсолнухи к этой карте, да, и почему именно вместе с Солнцем рисуют подсолнухи, вообще почему они так называются. Мы посмотрим, причем тут единорог и как он соотносится с той самой белой лошадью, на которой скачет ребенок. Ну и разберем по 12-му дому, что такое 12-й дом, я вам напомню. Подскажу, какие художники у нас ярче всего ассоциируются с этой картой, допустим. Да? Значения. Конечно, мы с вами посмотрим, разберем значения, которые чаще всего выпадают на эту карту у меня, допустим. Да? Более глубоко со значениями мы будем разбираться с учениками на моих лекциях, которые я провожу, но уже, собственно, в группах, в которых мы занимаемся с учениками. Ну и образы в кино. Что за фильмы? Посмотрим. Я навскидку нашел 4 фильма, которые очень хорошо показывают характер этой карты. Может быть, не целиком весь фильм, да, но некоторые образы в этой карте будут вами узнаваемы с легкостью. Вот. Собственно, да, само описание карты у Уэйта, оно такое мутное, философское, и очень сложно понять, что именно он хотел сказать этим. По поводу сердца ребенка. Эта последняя мысль снова служит ключом к истолкованию символизма в несколько ином аспекте. Солнце есть светило сознания в духе. Сознание у нас, если вы помните, всегда является символом солнца. Вернее, солнце всегда являлось символом сознания. Об этом мы с вами говорили в карте под названием «Сила». Там разбирали образ льва, да, как алхимического элемента, как астрологического элемента. Поэтому тут еще раз намекает нам Уэйт на то, что тут есть сознание, что Солнце это не просто какое-то там светило на небе, это то сознание, которое через нас, как через проводник, да, изливается на мир людей, на человеческий мир. Солнце есть светило сознания в духе, прямой свет как антитеза света отраженного. Отраженный свет имеется в виду, конечно, Луна. То есть, что хотел сказать Уэйт? Что сознание, как часть человека, это та самая часть, которая является антитезой, противоборством с подсознательными какими-то ощущениями. Да? По подсознательным ощущениям мы с вами говорили на прошлой лекции в карте Таро Луна. Вот там свет отраженный. Луна отражает свет, который нам несет Солнце. Считается, что, есть такая теория, что человек это просто проводник божественного сознания,
разделенного вот на множество людей, как маленькие тонкие лучики через людей, они изливаются на землю, в мир человеческий. Собственно, об этом и говорится, что это переход от проявленного света мира сего к свету мира грядущего. То есть люди проживают эту жизнь, чтобы осознать ее, и таким образом являются частью сознания Бога. Более глубоко об этом с большим удовольствием рассуждают, говорят и упоминают восточники. Да? То есть ребята, которые интересуются восточными религиями, буддизмом, да? В частности, вот там у нас вообще есть теория того, что весь мир есть всего лишь сон Бога. Да? То есть даже не сознание Бога, а прям даже его сон. Вот, так что все мы по этой карте являемся вот этими детьми, да, через которых Солнце воздействует на этот мир, скажем так. Может быть, чуть-чуть так смутно, запутанно, да, но если вы знакомы с этой теорией, то я думаю, что вам это понятно, и спорить тут просто смысла нет. Весь человеческий род воплотился здесь в образе человеческого младенца во всей его простоте, мудрого своей невинностью. В этой своей простоте он несет печать природы и искусства. То есть творение – это то, что человек делает на этой земле, то, зачем он сюда явился, да, предначертанность как бы, либо, ну как вам сказать, то, зачем он здесь нужен. Его, можно сказать, смысл жизни. Его действия, которые для него являются наиболее естественными, как для маленьких детей. Вот маленькие дети, если им чего-то хочется, если им что-то интересно, они делают то, что им интересно, то, что им нужно. Не заботясь о том, как вообще, ну, что происходит вокруг, как заработать себе денег на еду, как одеться, обуться, да, то есть, что является сознанием ребенка? Желание делать то, что в тебе заложено. Есть у тебя характер, просто его изливаешь, да, в том, что ты делаешь, не задумываясь о своем будущем. Считается, что за тобой присмотрят. То есть, ну, как хороший, правильный родитель должен давать своему ребенку свободу творчества, свободу делать то, что ему хочется, но в каких-то разумных пределах, чтобы ребенок не убился, не упал там где-нибудь с лестницы, да, либо не вылез где-нибудь в лес, не выбежал за ограду, чтобы его там не похитили дикие звери и прочее, прочее. То есть, скажем так, свободное творчество под присмотром. С большего вот об этом и говорит Уэйд, только очень так замудренно. К такому же выводу можно прийти, если рассматривать многочисленные теории теософов о том, что как бы человек это просто-напросто часть Бога, которая тут занимается тем, что ему интересно. Да, вот мы родились с какими-то определенными способностями, с какими-то качествами, и нам хочется эти качества как-то воплощать в том, что мы делаем. Собственно, за этим мы тут и есть, чтобы играться. Человечество – это такая большая песочница. Вот. Можете соглашаться с этим, можете нет, но, по крайней мере, вот и есть такая теория, которая воплощается именно в этой карте. Что еще тут можно сказать? Когда осознавший себя дух зарей забрежит сознание над природным разумом, тогда обновленный разум приведет человеческую природу к состоянию совершенного внутреннего согласия. Намек на смирение, да, которое у нас идет последней картой, буквально через одну. То есть в 12 доме человек уже должен как-то собирать все воедино, да, и, собственно, делать какие-то выводы, зачем он тут существует, зачем он нужен, и, собственно, делать то, зачем он тут нужен. Да? Обновленный разум приведет животную природу к состоянию совершенного внутреннего согласия. Что за животная природа и обновленный разум? Если мы вспомним, что 12-й дом у нас противостоит 6-му, а мы с вами знаем, что любой знак зодиака является как бы противоположностью диаметрально противоположного знака, да, но по сути тем же самым, просто с другой стороны. Это как две стороны одной монеты. По сути, рыбы являются антитезой девы, но это об одном и том же. Это о разуме. Ну, например, дева ищет некую логику в земной жизни. Дева по отшельнику пытается разобраться в себе и пытается разобраться в том механизме, в котором он является винтиком, да, вот в обществе, в земной, в нормальной, в материальной, скажем так, в ощутимой жизни. Поэтому это земной знак,
предельно прагматичный такой, пытающийся разобраться в том, что он умеет лучше всего. Разумом, своей головой, своими действиями. А 12-й дом – это дом противоположный. Это дом, в котором человек пытается осознать смысл своей жизни на более высоком уровне, на религиозном, на каком-то надчеловеческом, в каком-то сверхъестественном. Если мы помним, 12-й дом – это дом всего неправильного, сверхъестественного, отдаленного, спрятанного, непонятого, скажем так. Давайте копнем глубже, чтобы вы поняли, о чем речь идет. Если вы не особо знакомы с астрологией, может быть, вам сложно понять вообще, что такое рыбы. Но считается, что рыбы – это знак, который сложнее всего понять обычным нормальным людям. Так вот, обычные нормальные люди – это девы. Это предельно земные, прагматичные люди, которые лучше всего умеют жить. Наравне с тельцами и с козерогами, которые чувствуют эту жизнь вот на кончиках пальцев, на кончике языка, ощущают эту жизнь на вкус, на материальном уровне. А вот рыбы – это как бы высокая духовность, которая настолько высокая, что становится как бы оторванной от земли. Предельно отдаленной от всего мирского, обыденного, бытового такого, да. Это люди не от мира сего. Какие-то художники, артисты, которые не думают о том, как продать свою картину, а думают о том, как вот выразить все то, что у них там есть в сознании, какие-то идеи, какие-то высокие, непонятые. Это люди, которые черпают вдохновение где-то глубоко внутри себя, по сути, как и дева черпает знания внутри себя. Так вот рыбы черпают в каком-то безбрежном океане вот то ощущение, которое они хотят передать, прочувствовать в этой жизни и рассказать другим людям. Чаще всего это непонятые такие товарищи, которые от безысходности могут уходить в наркоманию, в алкоголизм. Среди них очень много приверженцев вот такой, скажем так, жизни бессмысленной. Если они не видят этот самый смысл, если им не везет как-то в жизни так, чтобы осознать свое существование в этом мире, тогда они становятся в прямом смысле слова изгоями. Писатели-фантасты спрашивают в чатике. Писатели-фантасты — это скорее водолеи. Они смотрят в будущее. Они смотрят в тот мир, которого не существует. Писатели-фантасты. Они придумывают его и показывают людям. А вот рыбы, они живут в этом мире. Они живут в мире фантазий, в мире нереальных грез, в мире муз, да, в мире того, что нормальному человеку, нормальной деве, скажем так, да, человеческому существу из плоти и крови не видно. 12-й дом – это дом всего скрытого, непонятного, загадочного и таинственного. Там главный управитель — это Нептун, хтонический бог, да, который спрятан, которого мы не видим и который очень часто нам портит жизнь. Давайте возьмем описание 12-го дома, да, такое стандартное, которое можно почерпнуть в первом попавшемся сайте в интернете. Я специально взял какое-то такое описание среднестатистическое, да. Скрытая деятельность, подполье, секретные службы, секретная работа, пребывание на нелегальном положении, уход от внешнего мира, уединение, изоляция, в том числе в монастыре, в ашраме, в тюрьме, в каком-то дальнем плавании. Вот все эти моряки, да, которые уходят и живут там в море. Ну, вот они. Экспедиция, больница, санаторий. То есть что-то такое, что не является нормальной привычной жизнью. Что-то оторванное от нормального текущего течения жизни. Дом престарелых, психбольница. Да, вот очень много рыб, они такие, немножко того. Штрафы, санкции, тайны, тайное горе, тайные знания, опять же, эзотерика, оккультизм. Карма, тут я бы не согласился. Карма скорее идет по 6-му дому. Это то, что человек пытается понять, но карма это для рыб. Ой, карма, виноват, ошибка. Карма для дев, да? Потому как девы пытаются понять причины того, что происходит с ними в жизни. Какие-то реальные, вот по колесу фортуны, они пытаются разобраться в механизме нашей жизни. И то, что они понимают, они называют причинно-следственными связями. А вот то, что они не понимают, не могут распознать, классифицировать, либо просто увидеть, да, они относят к непознаваемому. Это либо судьба, она же карма, то есть, какие-то бедствования какое-то наказание за неправильное
поведения. Так это видят девы. Рыбы же видят непознанное в виде дорогого мира. Вот эта фраза «дорогое мироздание», да, либо тот Бог, который хороший, которому они молятся и который им помогает, даже если ты не понимаешь, как именно, но ты чувствуешь, что за тобой присматривают, тебе помогают. Вот это 12-й дом. Поэтому карма для рыб это скорее фраза, ну вот девы смотрят на все непонятное с точки зрения кармы, а рыбы смотрят на все непонятное с точки зрения фразы «пути Господни неисповедимы, все, что не делается, все к лучшему». Даже если это что-то плохое, все равно это к лучшему. То есть можно сказать, что девы, они такие религиозные пессимисты. Ну, опять же, не все, но в большей мере. А рыбы, они такие религиозные оптимисты. Что-то там есть, мы этого не видим, но мы в это верим. Вот. Охарактеризовать вкратце можно именно так. Отсюда вдохновение, да, откуда берется вдохновение, никто не знает, хотя музы это хтонические, дочери, я уж не помню кого, да, но это хтонические такие существа, которые идут из глубин непознанного. Творчество, опять же, в уединении. Кстати, заметьте, сколько фраз об уединении, об одиночестве. И стоит вам вспомнить 6-й дом, да, где как раз та же самая тема уединения, одиночества, закрытости от других людей, но на материальном таком уровне, по земному, как, да, можно сказать, что 12-й дом и 6-й дом это одиночество, но в земле это одиночество материальное, человеческое, а в 12-м доме это ощущение того, что ты один, но за тобой присматривают. То есть как бы обратное одиночество. Что это хорошо, что ты один. Каждый из нас один, да? Нас много, но мы все одиноки, и за каждым из нас присматривают. По 12-му дому идут всякие там ангелы-хранители, которые за нами присматривают, и которых мы не видим, опять же, заметьте, да? Но это вот то чувство, что мы являемся отдельной единицей измерения Бога. Вот. Ну, может так чуть-чуть пафосно звучит, но извините, я люблю пафос. Хорошо. Может быть, все это сбивчиво, мутно и непонятно звучит и выглядит, но тем не менее, это 12-й дом, он как раз таким и является. Как высшая жрица является самой таинственной картой, да, так и 12-й дом в астрологии, как и Нептун, это вот как раз такая вот высшая вера во что-то непознаваемое. В принципе, все, что человек познать не может, находится в 12-м доме. Поэтому и объяснить это очень-очень сложно. В это можно только верить. Вот. Люди, которые хорошо чувствуют 12-й дом, вот им верить уже, кстати, и не надо. Они во всем этом находятся, они, можно сказать, Бога чувствуют в себе. Все нормальные люди ходят в церковь, чтобы поговорить с Богом. Рыбам, скажем так, в церковь ходить не надо, просто потому что рыбы этого Бога чувствуют в себе. Вот. Окей, хорошо. Ну, это скорее материал для такой философской лекции. К ней мы вернемся через месяца полтора, наверное, когда я буду добирать все лекции по философии. Вот. Пока давайте посмотрим, в чем же у нас прикол с этим самым Зевсом. Вроде я так много говорю про хтоническое божество, да, а тут у нас опять же Зевс. Не волнуйтесь, хтонь будет, но будет попозже. В следующей карте, там страшный суд, там этой хтони навалом насыпано. Вот там Нептун, да, а тут у нас еще пока Зевс. Я напомню, что 12-й дом, второй правитель 12-го дома, это как раз Зевс. По сути, 12-й дом это взаимодействие хозяина этого дома, Нептуна, с как бы часто приходящим в гости Юпитером. Юпитер идет так фоном. И вот если мы будем сравнивать 12-й дом в части уединения, да, о котором много будет сказано, это вот то самое уединение, из которого нужно освободиться, вот тот самый гроб, из которого нужно выйти, по 20-му старшему аркану, по суду, страшному суду. А вот та защищенность, в которой мы пребываем, да, ощущение того, что за нами присматривают, вот это и есть то самое солнце. Помните вот этот образ, светящийся треугольник с глазом внутри, вот и есть это самое солнце, скажем так. Хорошо, под эгидой Зевса. Кстати, вот этого значения я тут так и не привел, хотя можно было бы, это вот одна из таких масонских символик, ну, хорошо.
Я разберусь с этой символикой в философской лекции по этой карте. Там я поговорю про всевидящее око, просто потому что это оно тут и нарисовано. Просто в обычном, привычном для нас виде. Без всякой масонщины. Хорошо, давайте посмотрим про эгиду Зевса. Вообще, кто такой Зевс, либо Юпитер? Напомню, что это, ну, если уж так копать глубже, да, то Зевс это бог-отец. Если так вообще смотреть, бог-отец, бог-защитник — это образ нашего отца, который есть с нами с детства. Если вы чувствуете любовь к своему отцу, на религиозном уровне это любовь, скажем так, которую испытывали греки, эллины к Зевсу, отцу всего сущего. Скандинавы испытывали то же самое чувство религиозного уважения отцовского к Одину. Но сегодня у нас про Зевса. Имя Юпитер происходит от архаического латинского Jovis Pater, Deus Pater, восходящего к проиндоевропейскому теониму Deus Pater, Бог-Отец. Носивший это имя бог был богом дневного света в проиндоевропейской мифологии, то есть еще до всех этих шумеров и эллинов. Отсюда же произошли имена богов ряда других индоевропейских народов. Греческое Зевс, в звательном падеже древнегреческое Zeus Pater, да? Древнеиндийское Диаус Пита, илларийское Deus Patrus и так далее. То есть вот он, в принципе, бог-отец у нас есть. Вот тот самый Зевс. Громовержец, бог небесного света, небесных молний. Вот всего того, что находится свыше и находится выше нас. Является нашим хозяином, скажем так. И у него была очень интересная символика. Ну, кроме всем известных молний, была еще такая эгида Зевса. И одно из его имен, а у Зевса было много-много разных имен, да. Одно из его имен звучало как Эгиох, то есть тот, кто носит эгиду, защиту. Это такая мифическая накидка из козьей шкуры, принадлежавшая Зевсу и обладавшая волшебными защитными свойствами. Ту же самую накидку мы с вами видели давно-давно в лекции об Афине, да? Лекция про карту Маг. Вот там та самая эгида с головой медузы Горгоны, сделанная там из какого-то дракона, я уж не буду вдаваться в подробности, но, скажем так, сделанная из шкуры хтонического существа. Потому как Зевс боролся со всякой гадостью, со всякими хтоническими существами, которые лезут к нам из дебрей земли. Да? Эгидой была шкура, ну, по одному из мифу, эгидой была шкура выкормившей, сложно сегодня, Зевса козы Амалфеи, и он сделал из нее щит во время войны с титанами. По другому мифу, из шкуры хтонического там какого-то змея он сделал эгиду в виде доспеха, подарил ее потом Афине. И, в принципе, дарил эту эгиду своим, как этим последователям, да, героям всяческим. По поверьям древних греков, дочь Зевса Афина носила эгиду в качестве части своего одеяния, прикрепив к ней изображение головы медузы Горгоны. Современное выражение «под эгидой» означает находиться под покровительством какой-либо могущественной силы или действовать в рамках какого-то влиятельного учреждения. То есть то, что дает нам защиту. То, что нам покровительствует, патронатники, да, вот под эгидой ООН, под эгидой УЕФА, ЮНЕСКО, вот это все значит, что под защитой. Теперь смотрите, у нас присутствует на карте вот такая вот стеночка, да, зачем тут эта стеночка? И почему Солнце выглядывает к нам из-за этой стенки? Если мы с вами, ну, опять же, я чуть не успел собрать много картинок, но порой много картинок тоже плохо. Давайте сегодня будет чуть-чуть поменьше. Если мы с вами будем смотреть на схему нашей Солнечной системы, у нас идет сначала Солнце, да, потом Меркурий, потом Венера, Земля с Луной, Марс. И это как бы внутренние планеты, да, младшие планеты, которые говорят больше о характере самого человека, о том, как он влияет на этот мир, как он видит, чувствует и проявляет себя в мире. Дальнейшие планеты, там Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон, да,
они являются внешними планетами, старшими, они говорят скорее о взаимодействии человека с окружающим миром. И вот эта граница между тем, как человек ощущает себя, и тем, как человек ощущает человечество, и какие-то законы, и социальные договора, что-то такое, вот это все. Социум как ощущает и как с ним взаимодействует с внешним миром. Это уже у нас старшие планеты, которые расположены за поясом астероидов. По-моему, это пояс Койпера называется, я уж не помню точно. Откуда он взялся? Дело в том, что те астероиды и небесные тела, и вообще всякий космический мусор, который летит к нам под притяжением Солнца, да, перехватывается Юпитером и разворачивается в этот пояс Койпера. Да? То есть Юпитер вообще является нашим защитником. Он не пропускает львиную долю вот этого мусора космического и задерживает его. Поэтому Юпитер всегда считался защитником, покровителем, протектором, да? То есть тем существом, которое нас охраняет от вмешательства снаружи. То есть вот та самая стенка, это символика защиты внешнего, правильного, солнечного божества, которое оно дает своим детям. Зачем? Чтобы дети жили в мире и безопасности. Чтобы дети могли делать все, что им хочется. Развлекались там, веселились, а он на нас сверху бы смотрел с Олимпа и радовался бы. Да? Вот, собственно, в этом и есть символика этой самой стенки. Есть... Уэйд писал про некий сад, внутренний сад. В средние века, вернее в эпоху Возрождения уже, в Италии появился такой, не то чтобы появился, был очень развит такой порядок, да, если строился богатый дом, богатый некий там замок, допустим, да, огромное количество палаццо и особняков имели потайной сад. Что такое потайной сад? Это вот такая территория, чаще всего внутри дома, в которой не было доступа снаружи. Защищенный со всех сторон стенками такой садик. Садик для размышлений, для отдыха. Там мог быть фонтанчик, там были деревья, там был тенек. В общем, такая абсолютно безопасная внутренняя территория, которая нужна была для игр детей и для размышлений, для такого отдыха, как бы абсолютно расслабленного и релаксированного, чтобы делать то, что тебе хочется. Этот сад не нужен был для выращивания там каких-то растений, плодов, ягод, винограда и прочего всего. Нет, именно для релакса, для того, чтобы можно было в спокойствии и в тишине отдохнуть. Потайной сад, Giardino Secreto, архитектурный элемент здания, представляющий собой небольшую территорию, огражденную забором или оградой, имеющий выход в здание. Подобные сады в Европе были построены во всех резиденциях в XVIII веке. Потайной сад имеет характер частного сада и обычно доступен только из дома. Потайной сад обрел популярность, когда личные и индивидуальные человеческие размышления считались признаком хорошего тона и моральной состоятельности человека. Наибольший рассвет индивидуальный сад получил в эпоху Ренессанса. Такой сад отводился для созерцания и интеллектуальных занятий. Также он мог входить в целые комплексы помещений. Например, в Праге, да, либо в Чехии вообще дворцовые комплексы в обязательном порядке имели такой вот внутренний садик, который порой бывал, таких размеров весьма внушительных. И он обязательно был огорожен вот той самой стеной, которая и защищала людей от суеты, от лишних глаз и от любого рода опасности. Вот как-то так. Как-то так. Вот у нас то, что является... кстати, для нас это может быть такое. Для Америки более понятно, это бэк-ярд. Да? Это свой садик, свой двор, твой личный. Задний двор, да, который огорожен забором и где можно жарить там барбекю, гриль, это вот все, ставить бассейн и прочее. Есть как бы фронт-ярд, да,
передний сад в Америке, да, который, в принципе, нужен для того, чтобы люди к тебе приходили. То есть его все видят, в него могут зайти, и чаще всего забора нет. А вот задний бэк-ярд, он обычно огорожен. Как раз для того, чтобы там можно было делать все, что хочешь. Вот. То есть, в принципе, зачем нужны были такие сады? На что тут намек? Уэйд все это прекрасно знал, потому что, ну, извините, конец 19 века, он все это прекрасно знал. Размышления считались признаком хорошего тона и моральной состоятельности человека. То есть, это не для бедных было, скажем так. Вот, то есть, человек должен был предаваться в этом саду религиозным всяческим размышлениям о тщете всего сущего, да, о бренности бытия, о том, куда мы катимся, ну и вот это вот все, и что будет с тобой после смерти. Вот. Заодно там можно было творить, там можно было рисовать, там можно было музицировать, то есть, ну, человек занимался неким творчеством еще вот в этом, скажем так, релаксирующем месте. Поэтому намек вот этой вот стенкой и фразами из описания карты о внутреннем дворике, да, намек на то, что тут как раз такая благоприятная обстановка. Кстати, заметьте, в этом домике, в этом саду, да, если играли дети, за ними обычно со всех сторон тщательно присматривали. В этом саду тут нет ощущения, что ты можешь спрятаться. Тут наоборот есть ощущение, что за тобой все время присматривают. Что ты все время под надзором, и с тобой ничего плохого случиться не может. Даже если там вломится какой-нибудь бандит, через стену перелезет, то его тут же нейтрализуют, потому что, ну, окна, вон их сколько, за тобой обязательно смотрят. Поэтому считалось самое безопасное место на виду у всех, скажем так. И я вам еще скажу такую штуку очень интересную. Эзотерические знания, да, в наш век, когда все знания как бы на виду, на слуху, и мы уже знаем, ну, казалось бы, все, что только можно было знать, у людей создается ощущение, что эзотерические знания — это какие-то скрытые знания, которые где-то прячутся. И еще 100-200 лет назад оно так и было, эти знания были в каких-то отдельных книгах, да, которые сложно было найти, прочитать, перепечатать их было нельзя и прочее, прочее. Сейчас вся информация нам доступна, вся, которая известна человечеству. Поэтому можно сказать, что в наше время эзотерика — это скорее то, в чем люди не хотят разбираться. Просто потому, что что-то, ну, что такого, ну, астрология. Раньше астрология была эзотерикой, да. Сейчас, если тебе надо, ты можешь ее изучить самостоятельно. Поэтому, ну, скажем так, лучше всего прятать что-то на виду, просто потому что люди не обращают на это внимания. Опять же, вся информация, которую я, допустим, даю в лекциях, вы все пишете: боже, Роман, у вас такие чудесные лекции, столько инфы, такая глубокая информация, никто не дает такую информацию. Это информация из открытых источников. Все это есть в открытом доступе, нужно просто посмотреть и внимательно увидеть, что к чему. Вот и все. Обычный анализ, так скажем. Вот. Ну, есть еще один секрет, но о нем я говорить, конечно, не буду. Секреты должны быть, поэтому вот все я вам все-таки не расскажу. Во-первых, потому что времени нет. Во-вторых, потому что все-таки это рассказать нельзя. Дальше давайте смотреть, да? То есть, собственно, мы с вами уже чувствуем ощущение присмотра божества, либо кого-то постарше, повыше нас, некого ангела-хранителя за нами. Мы являемся вот этим ребенком, который весело машет этим красным знаменем. Это не цвет крови, это цвет жизни, это цвет желания жить. Огонь — это движение жизни, желание человека существовать, желание развивать свою жизнь, желание двигать свою жизнь дальше. Вот. Карта ощущается как огненная, но, напомню, 12-й дом, это водный дом, это ощущение эмоциональное. Это вера в то, что за нами присмотрят, пока мы тут занимаемся своими мирскими делами, заботами. Художники должны творить, зная, что их картины продадутся. Они не должны думать о том, какие деньги они заработают картиной. Да? Просто потому, что если они будут сосредотачиваться на чем-то земном, материальном, по 12-му дому,
у них не получится, потому что земное, материальное, понятное, как и деньги, как и практичность нашей жизни, это 6-й дом, Дева. Вот она предельно практичная. А настоящий художник должен быть голодным, да? То есть он должен черпать вдохновение где-то глубоко внутри себя, а не в деньгах. Тогда это реальное, настоящее творчество. Что есть творчество? Это когда ты создаешь то, чего в нашем мире нет. Вот поэтому Уэйд писал о свете мира грядущего, будущего. Такие люди, как вот этот ребенок на этой лошадке, они творят мир, они создают новый мир. Вот. Давайте посмотрим яркий пример, да? Узнаете? Узнаете, конечно, эти усики, этот безумный взгляд, этот абсолютно ненормальный художник, который так и не смог закончить, кстати, университет, просто потому что его выгнали за фамильярное отношение к учителям, за высокомерное отношение к преподавателям, просто потому что он чувствовал, что они закоснели в своих взглядах, а он пытался дать что-то новое. Это художник, Сальвадор Дали, да? Я думаю, что вы его узнали. Почему я поместил такие вот фото, да, сюда? Потому что все знают, что у Дали была Гала, да? Это его жена с русскими корнями, русская его жена, которая была для него вот таким вот ангелом-хранителем. Вот. И Дали всячески подчеркивал то, что без нее он бы не смог творить то, что он творит. Потому что ему нужно было бы думать о том, как и что там делать, да, как зарабатывать деньги, где брать краски, где находить средства к существованию. Всем этим занималась Гала. Мало того, что она его вдохновляла, она была его главной музой, скажем так, ее он чаще всех рисовал. Это была и муза, и модель для его работ. И она вдохновляла его на создание чего-то нового, необычного. Дали считается таким ярчайшим представителем сюрреализма. Да? Причем, заметьте, это тоже 12-й дом. Это какой-то нереальный, ненастоящий мир. Какой-то ненормальный, в котором мало практического смысла. Практически нет 6-го дома. Нет понимания того, как оно все работает, как оно что. Есть просто вот ощущение глубинное, какое-то сюрреалистическое, скрытое. То есть мы чувствуем, что тут что-то есть, что какие-то глубинные смыслы. Глубинные смыслы есть в том, что он и изображал. Но мы этого не видим, мы это просто чувствуем. Вот когда мы не видим, не можем понять, но чувствуем, вот это 12-й дом. Когда Гала умерла, Дали прожил, по-моему, лет 7 всего. И все эти 7 лет он не творил. Он не писал, он сидел в доме практически отшельником, он закрыл ставни, он не переносил свет солнца, в общем, угасал. Тихо угасал, не создавая ничего. Она была его, как сейчас принято говорить, менеджером, да, она заключала сделки, она устраивала ему встречи, она продавала его картины, она, взяла полностью контроль над его бытовой стороной жизни. Он только творил. Это идеальный симбиоз художника и музы. Муза, которая мало того, что дает вдохновение художнику, еще и обеспечивает ему, скажем так, безбедное существование. Причем это не Альфонс и покровительница богатенькая такая, да? Он это создавал, она это пристраивала, так скажем. Поэтому это прям такой вот симбиоз двух ярчайших личностей, скажем так. И это отличный пример для той самой карты Солнце. Дали вот этот самый голый ребенок на коне, который по велению своего желания, вот то самые белые помыслы, чистые, да, желание творить, создавать. Он не думал о деньгах. О бытовой стороне вопроса думала Гала. Она грела его своим солнцем, в материальном смысле деньгами, да, и в смысле творчества. Она его вдохновляла на все это дело, чтобы он творил то, что ему хотелось. Вот. Надеюсь, что образ Дали и Галы вам помог в понимании этой карты.
в ощущении этой карты, скажем так. Хорошо, но тут у нас есть еще символы. Есть та самая белая лошадка, о которой я уже сказал. Есть цветочки еще, подсолнухи. Да? Почему подсолнухи? Давайте посмотрим, почему тут нарисованы подсолнухи. И, кстати, вот, если мы берем образы в кино, то тигренок на подсолнухе отличный пример того, как сначала мы заботимся о ком-то, да? Как тигренок согрел своим теплом подсолнечное семечко, да? А потом семечко выросло и сохранила, дала безопасность, скажем так, окружила заботой вот того самого тигренка и медвежонка и прочее, прочее. В общем, очень такой философский мультик, я думаю, что вы его все видели. Вот то самое ощущение от мультика возникает, которое нам дает карта Таро Солнца. Забота, защищенность и желание что-то создавать, да? Желание помогать кому-то. Хорошо, давайте посмотрим, что за подсолнух и почему именно подсолнух. Шляпка подсолнуха следует за солнцем на протяжении всего дня, то есть он поворачивается. Однако подсолнух не все время следует за солнцем. Когда цветок достигает своего максимального роста, то шляпка так и остается направленной на восток. Только во взрослом уже возрасте, да? Поэтому некоторые трактуют значение подсолнуха как символа преданности. Также подсолнух считается травой откровений, но это такая как бы информация уже скорее вторичного плана. Считалось, что если его покурить, либо положить просто цветок под подушку, то можно увидеть вещий сон и найти ответы на все скрытые вопросы. Помимо этого, подсолнух добавляли в благовоние для избавления от нечистой силы и темных мыслей. То есть борьба с хтоническими всякими и нехорошими темными существами. Впервые семена подсолнуха были привезены в Европу возвращавшимися из экспедиции в Новую Мексику испанцами и высеяны в 1510 году в Мадридском ботаническом саду. В христианстве подсолнух считается знаком любви Господа и знаком религиозной души, символ молитвы и монашеского послушания. Собственно, поэтому Уэйт поместил подсолнухи на эту карту. И он как раз об этом всем и пишет. Если вы еще раз перечитаете описание Уэйта, он как раз об этом всем и говорится. Хорошо. Пример. Опять же, художник. Автопортрет с подсолнухом. Был такой Антонис ван Дейк. Он был придворным живописцем у английского короля Карла I. И вот король Карл I очень любил работы этого художника и вообще его очень уважал, да, и всячески его одаривал всякими благами, постоянно давал ему работу, постоянно заказывал какие-то картины. И Ван Дейк был очень признателен королю Карлу I до такой степени, что прям даже вот нарисовал свой автопортрет с подсолнухом, как с признанием того, что я преклоняюсь перед королем, как перед величайшим покровителем моей жизни. Вот, скажем так, намек такой, символика такая. Вот, тоже понятно, да? То есть, что делает этот подсолнух? Следит за солнцем. Это символ слежения, символ того, что за тобой постоянно следуют взглядом. Взгляд направлен на тебя все время. Солнце все время смотрит на нас. Это Луна у нас, да, то смотрит на нас, то не смотрит на нас. То влево, то вправо, да, то растущее, то убывающее, то вообще там есть ощущение двуличности, обмана по Луне. А Солнце, оно все время на нас светит своим светом, оно за нами всегда пристально следит. Точно так же и мы должны как бы Богу предавать все-все-все свои помыслы и вот это вот все, так как Он нам помогает, поэтому мы должны Его любить. Скажем так, если, в примитиве уже, так если совсем смотреть. Не все художники бедные. Скажем так, те художники, которые бедные, они, как правило, творили. И те, которые творили, были не бедными, просто им либо везло в жизни, либо была какая-то такая жилка, да. Но вообще есть такой стереотип, и он на самом деле имеет место быть. Имеет место просто потому, что художник лучше творит, если он не заинтересован в том, чтобы продать. Потому что если ты заинтересован в том, чтобы продать, ты начинаешь
делать то, что хочет клиент. А когда ты начинаешь делать то, что хочет клиент, это просто повторение чего-то желания. Это не творение. Творчество – это когда ты делаешь то, что хочешь только ты. То, чего еще нет, это не повторение, а вот создание чего-то нового. Поэтому творение – это когда ты прочувствовал что-то, тебе пришло что-то на ум, ты вдохновился своими ощущениями и создал их в каком-то материальном виде. В виде картины, в виде, там, я не знаю, дворца, в виде сада, в виде какого-то представления, в виде стихотворения. То есть, ну, вот то, что ты делаешь только ты. Если ты кого-то повторяешь, копируешь, это не есть творчество. Если ты делаешь что-то по заказу, и у тебя нет свободы творчества, тогда ты просто-напросто ремесленник, ты не творец. И вот Пабло Пикассо, допустим, если мы вспомним, что не все художники бедные, да, ну вот Пикассо был не бедным художником, при всем этом он всю жизнь жаловался, что я не занимаюсь творчеством, я занимаюсь ремеслом, я просто рисую то, что люди хотят. Вот, и относился, в принципе, к своему творчеству так, как-то, ну, да, рисовал много, делал много, но оно все такое какое-то на заказ, на потеху публики, скажем так. Вот, тот же самый художник российский есть такой, да, Сафронов, по-моему, или как там его зовут, не помню, ну, который рисует всяких депутатов, богатеев этих всех, да, в таком виде. Это не творчество, это скорее заработок. Вот, там прям отчетливо видно это. Вот, хорошо, если художник творит, если он на самом деле творит, Бог за ним присмотрит и даст ему пропитание. Плохо, если художник как бы начинает пороть чушь, да, и скатывается в безумие. Вот тогда, да, умирает в молодости, либо от каких-то проблем физических, да, непризнанным. А вот тоже есть примеры. Тот же самый Ван Гог, да, ну, Никос Сафронов, да, Сафронов, вот тот самый. Пожалуйста, не бедный, да, но он не художник, но он, скажем так, он хорошо рисует, но я бы не сказал, что он творит. Нет там чего-то такого, он изображает то, что есть. Вот, хорошо. Теперь давайте посмотрим, что за лошадка такая белая. Да? Символом знамени мы разобрались. Это очень простой символ. Это символика жизни. Красное полотнище – это символика огня, желание жить. Желание жить, все время двигаться вперед. Да? Отсутствие уныния, скажем так. Нужно радоваться, как дети. Детям некогда печалиться, у них вся жизнь впереди, поэтому они вот жадно вдыхают эту жизнь. Скажем так, радостно творят что-то. Главное, чтобы родители давали им свободу творчества. Не ограничивали этими стенками, а отгораживали от, скажем так, от чрезмерной опасности. Давали свободу, но не ограничивали эту самую свободу. Вот. Единорог теперь, да? Белая лошадка. На самом деле, конечно, да, это единорог. Почему? Тут надо сказать, напомнить, как я рассматриваю карты Таро и как имеет смысл их рассматривать. Каждая карта плавно перетекает из одного ощущения в другое, да? То же самое Солнце плавно проистекает из света отраженного. Мы сначала видим отраженный свет, да? Мы сначала что-то чувствуем своим физическим ощущением, своим разумом, который у нас по 11-му дому в Водолее, он прям разворачивается во всю широту. Вот. Но это свет отраженный, это наши мысли, скажем так, да, это интеллект по 11-му дому. По 12-му дому идет уже тот же самый свет, но уже истинный, это наши реальные чувства. Да, то, что нам идет из глубины, то, что нам идет от Бога, скажем так. То, что приходит непонятно откуда, и ощущение, которое тоже мы впитываем, уходит тоже неизвестно куда. Как бы якобы уходит опять к Богу. Вот. Карта плавно протекает из Солнца, из Луны в Солнце. И символика тоже плавно перетекает. Лошадка, на которой скачет вот этот самый ребенок, кто у нас был в средневековье символом, привязанным к вечной юности, к детству?
Единороги. Их можно было изловить только если они оставались возле своих детей. Они не могли бросить детей. Они защищали своих детей. Это, опять же, тот же самый символ верности, родительской привязанности. Да? Это та самая лесная лошадь, пугливая, которую сложно было поймать, просто потому что она обладала острым слухом, и только чистый помыслами человек мог увидеть ее и поймать, тем более, да, невинная девственница. На самом деле, как бы лесной конь — это символика, не символика, это аналог оленя. Олени были пугливыми лесными конями, да, и иногда можно было встретить вот того редкого оленя с одним рогом, когда они скидывают рога, да, вот, и иногда скидывается один, а не сразу два. Но это не часто можно заметить от того, что они в таком состоянии очень пугливы, да, и их заметить очень сложно. Поэтому считалось, что как бы такого лошадь-единорог — это тот самый пугливый олень, который был символикой еще и Дианы. Вот, то есть Артемиды. Да? Римляне и греки считали единорога спутником богинь ночного светила и богинь девственниц, таких как Артемида или Диана. А это у нас прошлая карта, Луна. Да? Символика лука, да, и охоты псовой. Напомню, что Диана и Артемида изображались с оленями и с псами. Ну, подробно об этом есть у нас в предыдущей лекции, поэтому я уж тут не буду вдаваться в детали, только напомню, что богиня растительного и животного мира, лань, да, вот та самая лань, пугливое существо, пугливая лань, есть такое выражение, да, вот тот самый единорог. Мифическое существо символизирует целомудрие, в широком смысле духовную чистоту и искание. Как это перекликается с тем, что пишет нам Уэйт об этой карте? О духовной чистоте, да, о помыслах, об исканиях мира грядущего и прочего всего такого. Первое упоминание об однорогом животном на Западе относится к 5 веку до нашей эры. По описанию Ктесия, поймать единорога можно лишь тогда, когда тот находится вместе с детенышами, которых не может оставить. Когда Адам и Ева были изгнаны из рая, то Бог дал единорогу выбор: остаться в Эдеме или уйти с людьми. Единорог предпочел остаться с людьми, да, ушел с людьми, сохранил им как бы верность в своей дружбе и был благословен за сочувствие к людям. То есть, опять же, символика верности. Помним, да? В Средневековье считался воплощением силы и могущества светлых сил, которые противостоят силам темным. А я вам напомню, если вы не в курсе, то сообщу. 12-й дом — это рыбы. Символика рыб — это две рыбки, которые плывут в противоположных направлениях. Часто их рисуют одна черная, другая белая. Значок инь-ян тоже считается как бы символом рыб. Там очень часто одна черная, одна белая рыбка, которые скреплены одним ремнем. И рыбы такие, да, они импульсивные, они могут хотеть сначала одного, потом другого, потом опять одного, потом опять другого. Это знак мутабельный и постоянно метущийся в своих сомнениях. Это когда твои темные, низменные желания берут над тобой верх, потом ты понимаешь, что ты был неправ, что нужно опять сесть на диету, да, и ты садишься опять на диету, стремишься к свету, к единению как бы с миром, чтобы все было хорошо, чтобы ты был здоров, стремление к Богу, если речь идет о каких-то духовных поисках, но потом опять тебя преследуют вот эти вот хтонические существа из глубин твоей души, и опять ты уходишь на темную сторону, спрыгиваешь с диеты, да, покупаешь себе мороженое, целое ведерко мороженое и съедаешь его. И вот эта постоянная борьба светлых и темных сил, это и есть 12-й дом, но она происходит скрыто внутри человека. Это терзание человека, которое его тянут то в светлую, то в темную сторону. Борьба бога света, бога отца с хтоническим божеством. Борьба Зевса со своим братом-близнецом Нептуном
который являлся хтоническим божеством, был богом подземных вод и вообще всех океанов изначально, да. Это потом там уже было разделение на Нептуна и Аида, да, но изначально был Зевс и Нептун. Посейдон. Вот. И если вы помните древнегреческие мифы, все заварушки, когда герои плывут по морю, либо куда-то путешествуют, либо что-то делают, пакости им подстраивал всегда Посейдон. Всегда с ним они сражались и пытались как-то взять защиту у Зевса, у Афины, чтобы помочь в борьбе против Нептуна. Ну, про хтоническое божество мы поговорим позже, в следующей карте. Тут у нас пока вспомним, что единорог — это и есть символика светлых сил, которые противостоят силам темным. На что тут намек? На то, что вот этот самый коник, белая лошадь — это наши светлые желания, наше стремление к свету. Естественное, можно сказать, животное желание быть хорошим. Вот. Единорог символизировал силу собственного солнечного света и чистоты. Римляне и греки считали единорога спутником богини ночного светила и богинь-девственниц, таких как Артемида и Диана. Опять же, богини-девственницы — это те, которые чисты помыслами. Им не ради секса, да, им просто вот потому что я не такая, я жду трамвая, да. Откуда вы знаете, у меня камера на кухне, что ли? Ну вот, знаю, как-то знаю, Юлия. Хорошо, шутки шутками, но в христианстве образ единорога становится вообще синонимом образа Христа. А Христос у нас рыба, да, ну, его символика — это вот значок рыбы, да. Если вы видели машины, пригнанные из Штатов или из Европы, да, где сзади на заднем бампере такая вот рыбка нарисована, да, ну, просто рыбка, это символика христианства, символика Иисуса, рыба. Потому что он то самое светлое божество, которое борется с дьяволом, да, и всех нас спасает, жертвуя собой. Не как все нормальные люди, а как ненормальный человек, который как бы делает все ради других людей, а не ради себя. Вот. В христианской традиции единорог олицетворяет власть бытия. То есть существование наше, скажем так, религиозное, но на мирском уровне. Он является носителем всех сокровенных знаний о человеческой природе, о начальной и конечной цели человеческого существования, о единстве противоположностей, опять же, о всеобщей любви и сострадании. Небольшой рост единорога символизирует скромность Христа при рождении и жизни, белый цвет, чистоту помыслов и души, опять же, да. В Средневековье и рыцари ассоциировали образ единорога с чистой чувственностью. То есть вот те самые эмоции. Не плотская любовь, а любовь возвышенная, можно сказать, платоническая. Да? Он являлся спутником идеальной девы. Опять же, да, ну, Артемида и Диана — это богиня-девственница, богиня-дева, можно сказать. Да? Которая всегда одна. У нее мужа-то не было, да, у Артемиды. Собственно, дева — это тоже образ Артемиды, которая поглощена скажем так, погружена в одиночество. Тот же самый 6-й и 12-й дом. Только дева — это материальное существование, а рыбы, напомню, это духовное. Мечты, скажем, которых еще нет в этом мире, но куда погружены те самые рыбы. Рыбы, кстати, считаются самыми мечтательными знаками зодиака. Единорог является символом любви рыцаря-воина к его даме сердца. Символизирует отречение от физической близости во имя чувственной любви. Алхимия, кстати, воспринимала единорога как очищающее средство, называя его белым деянием. Он символизировал собой трансмутацию и эволюцию духа. Но мы с вами знаем, что алхимия — это не столько про материю, да, сколько про надматерию, про духовные поиски. И поиски того самого философского камня — это поиски смысла жизни. Ну так, если вообще вкратце, да, и очень примитивно. Как-то так. Ну и соответственно, впоследствии в Средневековье образ единорога очень часто был изображен рядом с образом непорочной девы, зачавшей Христа, да, Девы Марии,
опять же, если мы сравним то, что Артемида была у нас богиней-девственницей, да, и вообще, вот кто... Мария, она сохраняет людей. Она богиня-хранительница, так скажем. Если Христос ведет к спасению, если Христос спаситель, то Мария, она скорее защитница мира земного. Это, скажем так, сплетенная воедино символика и Афродиты, и Артемиды, и нашей матери природы. То есть это воплощение. Ну, если Иисус воплотил в себе все предыдущие мифы об каком-то боге-герое, да, если Бог-Отец ветхозаветный воплотил в себе как бы все образы Бога-Отца, Творца этого мира, да, то Мария, она скорее симбиоз, вот слияние всех женских божественных образов. Защитницы, кормилицы, девственницы и прочее, прочее. Вот это вот все, скажем так. Добрый вечер. Слышала, что малыш на белом коне — это всадник на черном коне с картой смерть, только переродившийся. Не знаю. Только потому, что он флаг держит? Ну, окей, может быть. Не знаю, не задумывался об этом. В принципе, смерть — это 8-й дом, дом водный, дом смерти. 12-й дом — это дом водный, рыба, да, тоже в своем роде смерть, но смерть мира материального, да, и начало жизни духовной, скажем так. Поэтому, ну, если за уши притягивать, да, или, как я люблю говорить, натягивать сову на глобус, тут лошадь, там лошадь, да, тут флаг, там флаг. Там кто-то сидит на этой лошади и держит флаг, тут кто-то сидит на этой лошади, флаг держит. Что-то есть общее, да. На этом мы и остановимся, какие-то выводы глубокие делать особо не будем. Давайте пробежимся перед тем, как брать образы в кино. Давайте посмотрим значение, которое карта может приобретать в раскладах. Напомню еще раз, что если вам нужны прям глубокие значения, да, либо какие-то более многочисленные, то, ну вот, я делюсь своими наработками с учениками. Чтобы попасть в группу, пишите в WhatsAppчик, да, есть контакты в описании, если вам интересно, то пишите, спрашивайте, когда я делаю набор в следующую группу, да, сейчас, допустим, я вот записываю это 13 июля, да, у нас в полном разгаре летняя группа, 2 летние группы, осенние группы у нас стартуют, соответственно, осенью, вот, поэтому вот там уже, конечно, очередь, да, но тем не менее, мало ли что, если что, пишите в WhatsApp, я вам сообщу, что у меня там с обучением. Хорошо, ну пробежимся давайте по значениям, по социуму, да, опять же, я напомню, что я разделяю значения примерно на 4 типа, то есть на 4 стихии, на которые логично делятся наша жизнь и вопросы, которые задают люди в консультациях. Огонь, то есть социум и желание. Все, что связано с работой, все, что связано с общением человека, скажем так, не столько эмоциональным, сколько социальным. Ну, то есть работа и дальний круг общения. Непосредственность. Почему непосредственность? Что имеется в виду? Имеется в виду искреннее поведение человека на работе, когда он в самом деле делает то, что ему хочется. Это человек, который думает не столько о работе, не столько о деньгах, сколько о том, как хорошо сделать работу, потому что ему нравится делать эту работу. Вот, то есть он искренне пытается находить удовольствие в том, что он делает, искренне помогать людям, ну и как бы люди это видят, ценят и всячески его поддерживают в этом. Это художник, который творит, и, соответственно, эта же карта, значит, его патрона, который ему помогает. То есть либо это клиент, который оплачивает работу и говорит: ты делай, я заплачу столько, сколько нужно, да, вот, а ты, главное, сделай красиво. Ну, что, так как я тебе верю, ты специалист, и специалист начинает творить уже, делать то, что ему хочется. На самом деле, я работал с людьми, которые
достигли вершин в каком-то в мастерстве своей профессии, да, в частности, я несколько лет проработал с замечательным кузнецом, его зовут Петр Фетисов, он сейчас работает, живет в Минске, делает замечательные ножи дамасские, да, вот, из великолепной стали, отличные ножи, и вот когда ему говоришь, ты делай то, что тебе хочется, он начинает делать что-то новенькое, он начинает творить, он прям приходит в восторг, и он делает то, что ему прям на самом деле хочется делать. И, как правило, это что-то великолепное, что-то новое, что-то интересное. Поэтому вот я в жизни знаю таких людей, и особо он не задумывается о том, сколько это стоит. Как правило, люди, которые его знают, они с деньгами как бы на «ты» хорошо чувствуют себя в этом и, собственно, дают человеку добро на то, что ему хочется делать. Вот в работе это на самом деле люди творческие, на самом деле люди свободные от каких-то земных, скажем так, забот, да, они творят. Покровительство. То есть это то самое покровительство, которое клиент оказывает мастеру, то самое покровительство, которое меценат оказывает художнику, то самое покровительство, которое начальник оказывает своим работникам. Яркий пример, пожалуйста, офисы Гугла, да, где можно прям чуть ли не жить с бесплатной какой-то едой, с бесплатными развлечениями, с велосипедами, с массажами, спа и прочее, с великолепными видами на окружающее пространство, эти вот лаунж-зонами и прочее. Ты самое главное работай, да, твори как тебе хочется, а мы тебе создадим все условия. Вот, пожалуйста, мы на карте видим офис Гугла, да, там, где работники делают то, что им нравится. Вот. В IT, в принципе, такое принято. Ну, часто принято, может, не везде, но те, кто попадают в такие условия, в тепличные, так скажем, тем очень нравится. Доверчивость по этой карте идет, когда вот тот самый художник, творец, работник доверяется тому, что, ну, начальник ищет заказы, да, начальник мне просто сообщает, что надо делать, и, собственно, человек не заботится о том, где искать клиентов и вот это вот все. Он просто делает то, что ему хочется. С другой стороны, очень часто, ну, если карта выпадает перевернутой, то по работе есть некая безответственность, да, когда очень ярко это выражено, перевернутая карта, да, когда хочется создать что-то новенькое, и ты не думаешь о практичности. Яркий пример — это передачки типа «Квартирный вопрос», да, если мы берем какое-то российское телевидение, либо там еще что-нибудь такое этого рода, где берут квартиру и переделывают ее дизайнер. Вот дизайнер, он прям, у него глаза горят, он хочет что-то делать, он чаще всего не думает о том, как человек потом будет в этом всем жить, в этом дизайнерском ремонте. Есть даже такое выражение дизайнерский ремонт, это порой что-то такое, какая-то отсебятина, где дизайнер не думает о том, насколько удобно будет человеку спать потом вот на этом кривом, но очень красивом диване, да, допустим, либо еще что-нибудь такое. Поэтому очень часто по работе, как бы это бывает такое, когда увлекается слишком этот ребенок на этой лошадке, скачет с закрытыми глазами и просто ловит кайф. 12 уходит слишком глубоко в 12-й дом, во что-то новое, забывая о том, что есть еще дом 6-й, дом практичный и материальный. Вот, что есть какая-то реальная жизнь с нормальными живыми людьми. Вот. Еще по этой карте может быть чрезмерное, скажем так, покровительство, да, когда солнце слишком пристально смотрит за тем, что творит этот самый ребенок и вмешивается в работу вот этого творческого своего работника, начинает указывать, ты вот это еще сделай, вот это сделай, да. Вот тут уже ребенок чувствует, что над ним давлеют, что его припекают слишком сильно, что солнце слишком приблизилось, стало слишком жарко, уже тут не до работы. Вот, так что находиться нужно на правильном расстоянии. Финансы и имущество. Ну, как я уже сказал выше, это спонсорство, меценатство даже порой. Спонсор, он, конечно, ну, в чем разница между спонсорством и меценатством? Спонсор, он дает деньги с тем, чтобы потом заработать на этом, да?
А вот истинное значение Солнца — это меценатство все-таки ближе. Очень часто эта карта выпадает в значении спонсора, но меценат — это гораздо ближе. Солнцу не важно, как бы ответит ему этот ребенок либо нет. Ребенок-то особо и не смотрит на это Солнце. Это Солнце смотрит на этого ребенка, понимаете? И если мы обратим внимание, то подсолнухи обращены своими взглядами на ребенка. Подсолнухи следят за этим ребенком, а не за солнцем. И солнце следит за ребенком. То есть это божество, которое на нас смотрит и просто нам дает что-то, ничего не требуя взамен. Поэтому это скорее меценат. Человек, который делится тем, что у него есть, безвозмездно, без надежды заработать как-то. Вот. Само собой, в финансах и в имуществе это какое-то творчество, это заработок денег с помощью творчества. По этой карте я обычно людям советую нанять себе менеджера. Потому что если ты художник, ты не должен думать о деньгах, ты должен думать о том, как творить. То же самое гранты и наследство. Гранты, ну понятно, это когда государство спонсирует как-то творчество народа, да, людей с целью, чтобы люди вот зарабатывали себе на жизнь самостоятельно. Вот оно им дает какие-то средства к существованию, какие-то проекты, которые, в принципе, полезные, но на самом деле более полезные этим самым художникам, поддерживают существование творческих личностей, скажем так. Наследство – это то, что нам достается от родителей, но такое значение редко выпадает в этой карте. Скорее, наследство у нас идет по Луне, да, то, что нам досталось от родителей, это подарок богини матери, да, это еще и колесница, чаще по колеснице. Это то, что нам приходит свыше по роду, что ли, по наследству, да, это дар богов. Одаренность, так скажем. Вот. Либо деньгами, либо какими-то качествами. Тот характер, который нам передают родители. Это 4-й том, скорее, с колесницей. Если смотреть на действие и саморазвитие, то, как я уже сказал выше, это творчество, это вдохновение, которое к нам приходит озарением таким, да, божественный свет, который льется из нас, и Бог нашими руками творит вот что-то, то, что происходит в этом мире, да, на материальном уровне. Саморазвитие. Человек, когда понимает, что некая его часть должна развиваться, он начинает... Любой человек, который развивается, он делает то, что ему хочется. Он развивается в том направлении, в котором ему на самом деле хочется развиваться. Если вы развиваетесь в том направлении, в котором вам коуч указал, то это скорее иерофант. Да? А вот если вы сами пытаетесь спросить у коуча, да, как мне развиться в этом направлении, в направлении, тогда это уже солнце. То вы пытаетесь ощутить, в какую сторону направить этот самый божественный свет из себя, скажем так, через себя пропустить, как наилучшим образом это сделать. Тут скорее про наилучший образ идет речь. Искренность, белый, лошадка, единорог — это правда, это искренность, это благие помыслы, это светлые наши мысли, да. Самое яркое пятно на карте. Если мы видим что-то белое, белое одеяние, то это честность, искренность. Опять же, ребятенок тут у нас обнаженный полностью, что само собой говорит о том, что он настоящий, искренний. Он не сокрыт под покровами одежды. Символика наготы в картах Таро, как и в других эзотерических дисциплинах, чаще всего говорит об искреннем, настоящем проявлении чего-либо. Отсюда искренность. Опять же, тут идет безответственность, просто потому что, как бы, ну как сказать, дети часто безответственны. И если тебе что-то хочется, ты порой можешь в своих желаниях зайти слишком далеко, не понимая, чем тебе нужно платить за то, что ты хочешь делать. Вот, это вот те самые дизайнеры, да, которые ради желания творить и оказать какие-то, ну, эмоции, да, заставить человека испытать некие эмоции, забывают о том, что как бы человеку, кроме этих эмоций, хочется еще и сидеть на удобном диване, а не просто на очень красивом.
Отсюда же идет слепое доверие авторитетам, потому как дети часто наивны, доверчивы, и они не думают о каких-то там, скажем так, мирских заботах, очень часто доверяют человеку просто так. За этим тоже надо следить. Если карта перевернута, то это говорит о том, что, возможно, как бы вы слишком пользуетесь тем, что происходит, да, не думая о своем будущем. По эмоциям, по личной жизни, родители и дети, ну это само собой понятно. Основное значение карты чаще всего это именно родители и дети. Либо заботу, которую проявляет один партнер по отношению к другому партнеру. Чаще всего там выпадает так, что какой-то партнер менее прагматичен, да, просто хочет существовать, жить как-то так радостно и весело. Второй партнер берет на себя заботу о существовании, собственно, этого человека, заботится за ним и присматривает. Чаще всего это мужчина присматривает за женщиной, это традиционно считается. Вот та каменная стена, которую мы с вами видим, это вот тот образ, что за мужем, как за каменной стеной. Да? Ощущение защищенности женщины, которая в собственном доме может творить все, что ей хочется. Если хочется, может даже пойти работать. Сейчас это, в принципе, принято. Нормальная женщина наравне с мужчиной, ничуть не хуже, чем мужчина, может существовать в этом мире и в одиночестве. Но традиционно, конечно, хорошо, если мужчина обеспечивает, а женщина как-то творит. Да, то есть делает то, что уже там ей хочется. Традиционно считается, что мужчина обязан, а вот женщина может. Вот. То, что ей там приходится порой, это уже вопрос другой. Это суровая прагматика нашей жизни. Живость в общении, да, это как, ну, опять же, родители и дети, тут ежу понятно, что солнце это родитель, ребенок он и есть ребенок, и родитель должен находиться на правильном расстоянии от ребенка, присматривать за ним, но не вмешиваться в его игры, чтобы ребенок развивался, чтобы ребенок учился чему-то, познавал что-то новое, да, где-то спотыкался, где-то падал. И настоящий родитель должен находиться как раз на таком расстоянии, чтобы успеть вовремя ребенка поднять, но родитель не должен мешать ребенку падать. Чем чаще ребенок падает, тем быстрее он научается крепко стоять на ногах. Задача родителя не в том, чтобы не допустить падения, а в том, чтобы помочь подняться. Ребенок научится на своих ошибках раньше, чем вы ему это вобьете в голову какими-то там своими моралями и прочее, прочее, да. Просто позвольте ребенку пару раз ошибиться, и он быстрее любых слов на своем собственном опыте поймет, как делать не надо. Ваша задача просто ему помочь в этом. И ошибиться, и исправить эту самую ошибку. Наслаждение жизнью. Очень часто по эмоциональным вопросам, по вопросам отношений карта является перевернутой, когда один из партнеров хочет просто радоваться жизни, да, просто требует от партнера того, что там должен давать партнер, не думая о том, что нужно давать взамен. Вот я такая вся прекрасная, красивая, да, ты меня и обеспечь, и там то и сё, а я тебя буду просто любить, да, ничего делать не буду, буду просто любить. Вот, это перевернутое, скорее, значение карты, которое выпадает на ощущение ваше, что что-то клиентка как-то, да, недооценивает своего мужчину. Либо наоборот, мужчина не хочет делать ничего по дому, да, хочет просто существовать, да, а женщина вынуждена и работать на двух работах, и еще что-то там по дому варить борщи и приносить ему тапочки. Когда он, как и ребенок, там смотрит свой футбол с пивом и радуется жизни только. Вот, может быть и такое значение. Но в плюсе еще помощь и покровительство, которое оказывает один партнер другому, это тоже понятно. По перевернутому, как я уже сказал, любого рода альфонсы и содержанки по этой карте тоже бывают. Конечно, эта карта намек на ребенка. Когда мужчина хочет иметь потомство, за которым нужно присматривать, чувствовать себя нужным кому-то. И женщина, которая, в принципе, хочет тоже, того же самого, только по-своему, по-женски. Да? Но в любом случае, хотя солнце считается мужским, скорее, символом, забота женская идет скорее по луне, да, но тем не менее, эта карта очень часто выпадает и на желание женщины иметь ребенка, просто потому что
тут у нас прям, собственно, ребенок и нарисован. Очень часто карты играют просто-напросто в прямом таком практическом значении, в банальном, скажем так, без всякого, без всякой двусмысленности. Как-то так. Хорошо. Сколько у нас там по времени? Ну, нормально, нормально. Ну и посмотрим напоследок, в каких кинофильмах американских, либо не американских, ну, лучше всего сейчас снимает Голливуд, поэтому есть смысл рассматривать какие-то яркие образы голливудские. Вот, либо европейские, допустим, как у нас. Я не помню, кто снимал Гарри Поттера, да, но вот образ Дамблдора, который, в принципе-то, по ходу пьесы примерно прикидывал, что происходит, знал, что там делают дети, да, когда они пытались там какие-то свои приключения как-то испытать, да, он, в принципе, все это знал. Он как бы присматривал за ними, смотрел с расстояния так, чтобы не вмешиваться, но порой давал такие вот намеки, советы. В конце книги и выясняется, что очень-очень многие вещи он просто им помог, будучи незамеченным. Да, вот яркий образ того самого солнца, которое помогает детям познавать мир, ну и, собственно, как-то расти внутренне, бороться с неудачами, со сложностями. Он присматривал за Гарри Поттером, пока он рос в приемной семье. Да, он же, собственно, туда, в эту приемную семью, ну, семью родственников, по сути, там его тетя, да, была его, растила со своим мужем. То есть он и присматривал за всем этим делом. Он жертвовал многим, да, именно в борьбе с темными силами. И помогал этому Гарри абсолютно без всяких намеков на то, что вот какой я молодец. Просто потому что надо. Яркий образ. Люблю я очень это кино. Оно такое сказочное, прекрасное. Очень живой мир, очень хорошо показан. Ну и, собственно, вот образ того самого солнца, которое заботится о том, чтобы дети вышли из любой передряги живыми, но при всем этом позволяя им проявлять вот личную инициативу. Еще одно кино великолепное, о котором я уже говорил, по-моему, не один раз, не, может быть, один раз, да, но тем не менее, неважно. «Интерстеллар». Основная сюжетная линия: отец, пилот, пилот, скажем так, который летит в космос, да, в поисках спасения для Земли, для нового места жительства этих самых землян и прочее, прочее, то есть за будущим каким-то летит вперед. Делает он, конечно, это не ради всей Земли, не ради людей, а ради своих детей, ради дочки и ради сына. Вот. И присутствует как бы образ отца, ну, вернее, деда этих детишек. Есть брат, который такой более земной, есть дочь, которая такая более как бы похожа на отца, стремится в познании чего-то высшего, в науку, стремится помочь, спасти. Вот. И по сюжету фильма главный герой и оказывается по итогу в каком-то таком месте, которое ощущается им как время и пространство, сплетенное воедино. Это очень сложно объяснить, но если вы посмотрите кино, там все будет понятно, четко и ясно. Может быть, вы уже видели это кино. И, как выяснилось, потом это он и присматривал за своей дочерью, давал ей какие-то советы, намеки, какие-то знаки давал, чтобы... Вот. И хотя ей казалось, что он ее оставил, что он ее бросил, улетел, да, а они вот тут остались на земле прозябать и прочее, прочее. На самом деле он постоянно за ней присматривал на протяжении всей ее жизни, даже еще до того, как он улетел. В общем, там очень круто, очень здорово все это сделано. И символика вот этого метущегося сознания, которое пытается помочь кому-то, в первую очередь своим детям. Шикарное кино, обязательно нужно смотреть. У нас есть и, опять же, символика того, как отец
одной из главных героинь взял на себя смелость решить за всех других людей, что там и как, да, то есть сыграл в роли такого солнца, скорее отрицательного, перевернутой карты, да, когда начал обманывать людей, говоря о том, что я знаю ответ, нам нужно двигаться вперед, то есть он сам не верил в это, но тем не менее как бы вел людей в какую-то сторону, в ошибочную, да, как ему казалось, но сохранял надежду, хоть и пустую, просто потому что человечество должно на что-то, но сам в это не верил. В общем, надо смотреть, все это не так просто, чтобы это все описать. Опять же, это шикарное произведение, шикарный фильм, который к этой карте подходит наилучшим образом. Чуть более такое примитивное как бы видение карты, да, о том, что за нами всегда следят, за нами смотрят. Если вы видели фильм, вы, конечно же, этот кадр узнали, потому как это очень такое яркое кино, очень интересное, философское с какой-то стороны. Называется «Шоу Трумана», да, о том, как главный герой Джима Керри жил в каком-то таком, в небольшом американском городке, считая, что вся его жизнь является правдой, да, а по сути его жизнь была постоянно происходила под присмотром телекамер, да, за ним все время следили, некий главный режиссер все время направлял его жизнь в ту сторону, в которую было интересно зрителям. Вот, то есть, ну, вот все время под присмотром уже в таком, в негативном как бы смысле. Хотя, надо признать, что персонаж этот вот главный, скажем так, редактор, да, или как, это не злой персонаж, это не дьявол, да, это скорее такое доброе божество, которое пытается оградить главного героя от проблем, от забот, прочее. А главный герой хочет наоборот вырваться вот из этого привычного мира и взять контроль над собой, над своей собственной жизнью, так скажем. Вот, в какой-то момент он это узнает, понимает и начинает, собственно, поиски истины, поиски выхода из этого всего. Шикарное кино, опять же, как и все, в принципе, те, которые я вам предлагаю к просмотру. Я плохого советовать не буду, просто потому что все фильмы тут выше 7. 7 это есть такая граница условная, да, если есть такой сайт IMDb, американский, там собраны оценки фильма, который вот выходит в прокат, такая, ну, наиболее приближенная к реальности оценка кино. Вот, если она ниже 7, где-то так с 6,5 до 7, то фильм неплохой, можно глянуть, может там не будет глубокой мысли, но тем не менее. Если фильм в рейтинге выше 7, ближе к 8, то это отчетливо хорошее кино, хорошо снятое, с глубокой мыслью, с интересным сюжетом, может быть даже и не философское, но тем не менее всегда интересное, всегда стоящее внимания в любом жанре, да. Даже если это жанр фильма ужасов, если это выше 7, то это круто. Жанр фильма ужасов, но такой очень своеобразный. Режиссер Найт Шьямалан, вот я постоянно путаю, Шьямалан, ну, индус. Американец, но индийского происхождения. В главной роли Мел Гибсон. Фильм называется «Знаки», Signs. Вторую главную роль играет... Как зовут этого актера, а? Ёлки-палки, забыл. Он еще в «Гладиаторе» играл Цезаря, играл Джокера в «Последнем Джокере», да? Слушайте, ну вот у меня память на актеров слабоватая. Напишите в чатик, пожалуйста, а то мне будет неловко. Я думаю, что вы помните. Ну, о самом фильме. Мел Гибсон — это священник, который пережил смерть жены, растит 2 детей, растит 2 детей, да, мальчика и девочку, у обоих какие-то проблемы, у мальчика астма, у девочки какая-то мания по поводу того, что воду нужно пить только чистую, и она везде пьет 1 глоток из стакана и ставит стакан, где стоит, там и ставит. И у них весь дом в этих стаканах с водой, и
В общем, сложно. Два брата, старший и младший, и вот они растят этих детей. На Землю нападают инопланетяне, которые скрыты, не видны, где-то прячутся в кукурузе. Да? А образ кукурузы — это образ чего-то скрытого. Да? Если выходит... Хоакин Феникс, да. Вот у него такое имя, сложно запомнить, оно такое очень необычное и непривычное для нашего слуха. Хоакин Феникс. Хотя фамилия очень такая легко запоминается. Но вот сочетание Хоакин Феникс очень сложно. Для меня лично. То есть, смотрите, отдаленный домик, да, какая-то ферма, выращивают кукурузу. Вот тот самый священник, да, с братом. Кукуруза, если вы помните, есть такой фильм ужасов старый, «Дети кукурузы», американское культовое кино. Вот, почему кукуруза? Потому как если нет моря, то есть кукуруза. Это растительность, в которой легко спрятаться, в которой постоянно кажется там какие-то шорохи, там кто-то могут быть какие-то страшные существа, прятаться, могут выскочить из этой кукурузы и тебя схватить, да? Это вот символика той самой хтони, чего-то страшного, спрятанного подземного божества, которое опасное, черное, ну какой-то опасности, ощущение опасности. И вот эти знаки, которые не пойми, зачем рисует кто-то, появляются эти знаки, что-то загадочное, таинственное. Весь фильм пронизан атмосферой загадки и чего-то такого вот мрачного. И при всем этом отличный юмор в этом кино, оно не смотрится таким жутким, зловещим, оно наоборот временами как-то так вызывает хорошую улыбку. И нападают, собственно, эти инопланетяне на этот дом, отбиваются главные герои, и в конце концов главный герой понимает, зачем все это было нужно. Зачем вот нужны были эти проблемы у детей, зачем погибла его жена. В общем, все сходится в одно. В конце фильма он внезапно прозревает, он понимает, как это все то, что было ему непонятно, в один момент становится понятным. Пазл складывается, так скажем. Те, кто видел это кино, я думаю, что вы поддержите меня в моей мысли, что это шикарное кино. Тут и забота о детях. Причем именно с точки зрения отца. Тут и по 12-му дому есть некая вера в таинственные высшие силы. Тут есть очень глубокие философские рассуждения о том, оставил нас Бог или нет, почему Он нас оставил, в какой момент Бог оставляет человека, либо в какой момент человек уходит от Бога, отказывается от этого самого Бога, как этот самый священник. В общем, с одной стороны такой смешной, с другой стороны чуть страшноватый фильм, да. С третьей стороны, он очень философский, и тут очень много символики, как раз связанной с чем-то скрытым, непонятным, таинственным, но складывающимся в то, что нужно было сложить определенным образом. Это очень сложно описать, это звучит как-то вообще мутно, да, я понимаю, что те, кто не видел этого фильма, думают, что ты какую-то чушь несешь, да. Посмотрите, отличное кино, великолепное, и описать его в самом деле сложно. Но когда вы его смотрите, оно становится предельно понятным, четким, ясным. И улавливается именно то ощущение, что за нами сверху присматривают. И присматривают с добром, присматривают как раз, чтобы мы не вляпались во что-то сложное, чтобы нам в нужный момент помочь. Это фильм, который прекрасно отвечает на вопрос, исповедимы ли пути Господни. И который дает понятие, почему, зачем они должны быть неисповедимы. Просто потому, что человек на своем уровне существования, он должен видеть то, что ему нужно видеть. Вот. И все, что не делается, все к лучшему, даже если вам кажется, что это очень-очень плохое, какая-то там астма, либо какая-то мания у ребенка. Вот. И порой даже смерть близкого человека помогает тебе выжить, и всем твоим, и всей твоей родне выжить, и помогает передать тебе вот те знания. Ну, в общем, надо смотреть. Очень вам советую смотреть. Сколько раз я смотрю этот фильм, я его, наверное, раз 5 видел или 6. Каждый раз, как где-то случайно нащелкиваю канал, да. Если есть этот фильм, обязательно смотрю, просто потому что его много раз можно смотреть. Великолепное кино. Как, в принципе, и все вот из тех, что здесь представлены.
Ну вот как-то так. Вот, сегодня было мало вопросов, может быть, потому что не так много народу было, да, сколько у нас там было. Да, сегодня было не очень много народу, максимум там 27 человек, обычно за 30, ну, в принципе, и так хорошо, и так неплохо. Заняты все, наверное. Ну что, у нас остается с вами, что у нас остается из карт? Остается у нас Страшный суд, да? 12-й дом и уже, собственно, хтоническое божество, выход из глубин, скажем так, да, искупление, вот, и умиротворение по итогу, то есть карта мир. Я вам покажу, почему мир и шут это одно и то же. Вот, как оно все перетекает одно в другое, и почему я выношу эти карты за пределы колеса зодиака, просто потому что, ну, нет смысла привязывать их к какому-то отдельному знаку. Во-первых, мир это все, а шут это ничего. Скажем так, шут это 0, а мир это все, что может включать в себя вот все эти старшие арканы, все они в мире есть, все они там присутствуют. Вот. Так что вот у нас впереди с вами 2 заключительные лекции по старшим арканам. Да, и, соответственно, мы с вами закончим цикл старших арканов. У нас еще будут младшие арканы. И у нас еще будут философские. Продолжение цикла философских рассуждений о картах Таро. Зачем, почему и как. Вот. Ну и вот как-то так, как-то так. Еще раз всем напоминаю о необходимости лайков и прочих комментариев. Сейчас я закончу эфир, обрежу видео, да, и, собственно, выложу его на канал. Если будет возможность, заходите, лайкайте и комментируйте. Делитесь с друзьями, с заинтересованными, я вам буду очень признателен. Постараюсь продолжать в том же самом духе. Вы не волнуйтесь, если карты кончатся, они у нас уже как бы подходят к концу. У нас еще есть Монара, у нас еще есть какие-то отдельные рассуждения по сочетаниям карт, да. Я могу с вами делиться и каким-то опытом своим рабочим. В общем, много интересных моментов на своей работе я смогу рассказать. Так что, если вы первый раз на канале, подписывайтесь. Вот, и добро пожаловать на канал. Ну, а всем постоянным зрителям привет до четверга. Увидимся с вами в четверг. Я постараюсь в 20:00 по Москве, как обычно, либо, может быть, вот как сегодня, чуть попозже, там на полчасика, если буду немножко опаздывать, но обязательно в четверг выйду в эфир. Всем привет!